Щоб побачити справжні дива, просто озирнись навколо. Якісний 4G там, де ви. Київстар. Швидкість мобільного інтернету номер 1 в Україні. Это первый твой минор. Какие впечатления? Для первого минора я считаю, что это одно из моих лучших соревнований, на которых я поучаствовал. Я получил огромнейшее удовольствие от нахождения там. Игра Steam Spirit. Какой вообще был настрой перед игрой? Мы понимали, что, скорее всего, им будет играть напряжно. Им тяжелее, чем нам. Нам проще, потому что ты понимаешь, что как бы мы-то, типа, что нам-то? Мы уже и так, как бы, можно сказать, хорошо сыграли. Мы как бы можем еще удивить. Мы пытались на этом как-то выиграть. Вот, то, что как бы нам нечего бояться. Мы вообще понимаем, что, скорее всего, мы проиграем, но мы просто играли так, как хотели. Вот и все. Поэтому у нас и получилась такая хорошая игра достаточно. Это заходы в спину на Вертиго. Это самое вообще эпичное, что было на миноре. Потому что когда ты эту карту не умеешь играть, ты слышишь перетяжку, уходишь, убиваешь. И там, да, я ходил один, убивал троих. Типа, я понимал, что как бы там против меня ничего сделать не могут. Я просто нажал маус один и поехал, и все. Вот. Но это, да, это самое эпичное. Ну и пистолетки. Потому что у меня на пистолетках очень хорошая статистика вышла. Как ты в целом оцениваешь, в принципе, результат вашей команды? Над чем еще нужно поработать? Работать нужно то, что, чтобы был основной состав, потому что я уже не в составе, как бы все, я без них. Но им нужен просто пятый игрок. Им нужна организация. Потому что в тех условиях, в которых были мы, было некомфортно тренироваться из-за того, что люди слишком много времени тратят на игру. А, например, жить на что-то у них нет ничего. Забавляло то, что меня постоянно подкалывают с этим, что я как бы игрок Нави на миноре, там типа с другим составом. Я скорее больше чувствовал себя увереннее из-за того, что как бы люди за мной смотрят, им интересно. Я знал, что меня многие смотрят там из моего родного города. Многие друзья, родственники, близкие, они просто смотрели. И знал, что здесь смотрят. Ну, понятно, вы смотрелись. Да, и я как бы понимал, что все хотят увидеть от меня что-то. Как тебя встречали ребята? Что говорил Амиран? Но Амиран, в принципе, сказал еще после минора сразу. То есть меня ждали ребята. Вот. Ну, как бы не сказать, что поздравляли, потому что всем понравилось то, что я проиграл. Они как бы просто порадовались за то, что типа я съездил. Сказали, что я хорошо сыграл, хотя мог, конечно, лучше сыграть, но... Смотри, вот все те знания, которые ты получил на буткемпе, те навыки, которые у тебя появились, ты как-то их использовал на миноре? Благодаря тому, что мы проходили здесь, я просто сам стал другим. И это сказалось на игре, на то, как я сейчас себя веду, и как я себя вел 2 месяца назад, и как я веду себя сейчас. И просто по игре это тоже сказывается, к тому, как я отношусь к этому делу. Какие приоритеты у меня. И по игре, когда садишься, ты себя чувствуешь иначе, потому что я просто реально другой. Вот. Я так считаю. К нам в гости на буткемп приехал Евгений Золотарев. У него сегодня личная встреча с нашими игроками, на которой будет присутствовать исключительно 10 участников Нави Спортскин и сам SEO Нави. К нам приехал Блейд Кости. Сейчас мы просматриваем демки, которые играли сегодня ребята, и обсуждаем ошибки. Дело в том, что вы часто пишете в комментариях, почему так мало КС, почему мы так мало показываем КС и тому подобное. На самом деле ребята обучаются по авторской программе, которую мы, к сожалению, показывать вам не можем. Но будьте уверены в том, что ребята тренируются и играют в КС. В последнее время мы уделяем времени больше КСу, и поэтому я стал бывать здесь чаще. Мы с Амираном проводим лекции и стараемся отрабатывать с ребятами конкретные вещи, над которыми мы работаем. Поэтому я стараюсь ребятам давать информацию в правильном формате, чтобы они ее максимально быстро усваивали, и мы могли двигаться дальше. На данном этапе мы даем игрокам упражнения конкретные, и они должны его выполнить в игре. И в конце мы просто его стараемся проанализировать, что они сделали правильно, что сделали неправильно. Наверное, главная проблема, которая у них есть, это отсутствие знаний. То, в принципе, мы изначально подбирали игроков в первую очередь по игровому скиллу, и знания они должны были получить здесь и в дальнейшем. Это очевидно, что когда они играют, они допускают ошибки именно благодаря тому, что они не знают, как правильно было сыграть. Мы пытаемся сделать так, чтобы реакции игроков на действия соперника были очень похожи, чтобы они не отличались
значительно. Мы не отстаем, мы никуда не спешим. Все ребята справляются довольно-таки успешно с поставленными задачами, прогресс виден. Да, у некоторых игроков бывает повторяются одни и те же ошибки, вот, но в общем, да, если смотреть глобально, то я бы сказал, что динамика положительная. Есть такие ребята, которые выделяются, те, кто быстрее развивается, чем другие. Фаворитов называть тоже не очень правильно. Все в равных условиях. Абсолютно все ребята показывают очень высокий уровень. Явного какого-то лидера в плане обучения пока что нет. В третьей фазе мы, наверное, будем с ними чуть больше работать, то есть давать какие-то задания. Мы будем делать максимальный упор на КС, мы будем стараться игроков менять ролями. Мы должны увидеть, кто из них в какой роли себя лучше проявляет, его стихии, скажем так. А в то же время каждый игрок сможет понять, в чем особенность люркера, в чем особенность энтрифрагера, какие у него есть возможности в пространстве и так далее. То есть каждый игрок сможет прочувствовать, по сути, карту и почувствовать пространство вокруг себя, почувствовать своего тиммейта. Это очень важный момент. А во что вы еще обычно рубитесь? Периодически FIFA и UFC бывает. С кем играешь обычно? FIFA с топой, а UFC почти все желающие подраться. Кто у вас тут самый жесткий в UFC? Ну, я, конечно, не хочу хвалиться. Все наравне. Чем вы еще занимаетесь здесь? Я вижу, у вас настольный есть футбол. Да, нам подвезли настольный футбол, мы периодически играем. Конечно, больше FIFA, но в него тоже иногда. И иногда смотрим тут фильмы. Как вы обычно выбираете, какой фильм будете смотреть? Вы там по-взрослому решаете на камень ножницы? Да, деремся, боремся в UFC. Просто смотрим и там какие-нибудь топы, подборки, там кому что хочется, и там, голосование периодически, но как получится. А если вы не приходите к какому-то общему знаменателю, что тогда? Есть такая программа Kyivstar Go TV, они там уходят и смотрят с телефона просто сами мультфильмы, сериалы, спорт. Допустим, периодически мы собираемся и футбольные матчи смотрим. То есть какой-нибудь Фир у нас любитель, Амиран тоже часто балуется этим. То есть ты можешь не привязываться к ребятам, к выбору ребят, Да. ты можешь там спуститься вниз, платить. Обиделся и ушел к себе смотреть. Как вариант. Мы приехали поиграть в футбол. У нас сегодня будут 3 команды по 5 человек. 2 команды — это Na'Vi Sports Camp, и 3-я команда — это ребята из офиса Na'Vi. Посмотрим, кто же из них выиграет. Jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. Это может быть опасно. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Пока молодец у вас. Все. Это лучший кадр будет. Жестко, да. В комментариях очень часто задавали вопрос, чтобы показали всю серию упражнений, которая посвящена разработке рук. Во время игры руки достаточно сильно напрягаются только в специфической области, в запястье. Из этого у игроков, проигроков, которые постоянно, скажем так, играют, может возникать такая штука, которая называется туннельный синдром. Чтобы этого не было, необходимо постоянно разрабатывать руки, пальцы, запястья
чтобы они были всегда в активном состоянии. Первое упражнение – это, скажем так, разработка запястного сустава. Да? Очень часто его используют боксеры всякие и так далее, кто сталкивается с большими нагрузками на запястье. Обычно рекомендуется там по 10-15 повторений в одну сторону и потом в другую сторону, круговые движения. Второе упражнение – это растяжка. Ладонью вперед, пальцами вверх, да? И удерживаете в течение 10 секунд. Дальше переворачиваете руку, точно так же ладонью вперед, пальцами вниз, да? И также удерживаете 10 секунд. А затем берете за пальцы, ладонью к себе и тоже вот потянули и удерживаете 10 секунд. Синхронно две руки вот таким образом раскрываются с максимальным натяжением пальцев назад. То есть зажали, распрямили, зажали, распрямили. Дальше асинхронно. Это именно силовая тренировка, чтобы вот эти мышцы были хорошо развиты и работали. Руки ставятся вот таким образом перед собой, да, и дальше обнимание пальцами. По 3 раза каждый палец получается, то есть мы их меняем вот таким образом. Сначала по одному пальцу, дальше по 2 пальца, по 3 пальца, по 4 пальца и в принципе этим можно закончить. Дальше это на растяжение именно сухожилий, которые связаны вот здесь, вот они связывают нашу руку в единое целое. Да? Делается таким образом. То есть 3 пальца вместе, да? Один загибается, потом один вверх, и вот таким образом меняют. Да? Потом асинхронно, соответственно. Упражнение первое очень простое, нужно вот подкидывать мячик вот таким образом. То есть задача какая? Подкинуть его так, чтобы он упал туда же, откуда прилетел. Прикасаемся к груди и вот уводим в сторону. Да, то есть вот таким образом делаем. Дальше, соответственно, другую руку и вот таким образом дальше передаем в одну сторону и в другую сторону. Все, тренируйтесь и удачи вам всем.